Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я вам хочу рассказать и показать, как приготовить плавленый сыр в домашних условиях из творога. Рецепт очень простой, делается все легко и просто. Итак, смотрим. Здесь у меня домашний вкусный ароматный творог, ровно 500 грамм. И теперь я к этому творогу добавляю 2 яйца. Теперь я сюда добавляю сливочное масло, ровно 100 грамм. Сливочное масло у меня комнатной температуры. И теперь я сюда добавляю 1 чайную ложку адыгейской соли. Я почему использую адыгейскую соль? Потому что она идет со специями, и сыр в итоге получится очень ароматный и вкусный. И теперь я сюда добавляю 1 чайную ложку обычной пищевой соды. Теперь я все хорошенько, тщательно все это перемешаю до однородной массы. Все я хорошенько перемешал. Теперь я накрываю крышкой, убираю в сторону, оставляю при комнатной температуре ровно на 2 часа. Прошло у меня ровно 2 часа. Сода вступила в реакцию с творогом, и творог у нас расплавился. И теперь я его буду расплавлять еще на огне. Сковороду я предварительно уже разогрел, и теперь я выкладываю сюда вот эту вот творожную массу. И начинаю на медленном огне расплавлять этот творог. Как видите, вот он начинает у нас уже плавиться. Периодически придется вам постоянно его мешать, но на это у вас уйдет немного времени. Прошло у меня 7 минут, и видите, сыр у меня расплавился. И теперь нам нужно его, периодически помешивая, доводить до нужной консистенции. Если вы хотите твердый сыр, то вам необходимо его держать на огне чуть дольше, минут 15-12. Если вы хотите, чтобы он был более жидкий, то минут 10-8 достаточно. Заранее я хочу приготовить посуду, в которую я буду держать свой сыр. Сюда я наливаю немножко подсолнечного масла и хорошенько все смазываю кисточкой. На приготовление сыра у меня ушло ровно 12 минут. Сейчас я выключу газ и будем переливать уже в ту посуду. Вот такую вот консистенцию у меня получился. И все, теперь я переливаю сыр вот в эту вот стеклянную чашу. И дам ему остыть до комнатной температуры. Сыр у меня остыл. И теперь я его отправляю в холодильник на 2 часа, чтобы он полностью у нас остыл и застыл. Прошло у меня 2 часа, и в итоге у меня получился вот такой вот сыр. Благодаря тому, что творог был немножко густой, и времени я потратил 12 минут на его приготовление, сыр получился у меня вот такой вот твердый. Ну что ж, друзья мои, готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.